Всем привет! Мы открываем наш новый сезон путешествий в Испании, точнее на севере Испании, в стране басков, а еще точнее в городе Бильбао. Мы купили экскурсионный тур на пасхальные каникулы, и в стране басков мы проведем целых 5 дней. Объявлена опасность и сказали, что всем надо выйти наружу из музея. Сеньора. Самое главное, что мы, во-первых, живы. Все 5 дней нашего тура по стране басков мы будем жить в городе Бильбао в отеле Барсело Бильбао Нервьон. Это 4-звездочная гостиница, завтраки включены. Наконец-то мы получили ключи от нашего номера, и сейчас я сделаю беглый обзор номера. Ну вот такой номер мы получили. Все выполнено в таком стиле, ну, можно сказать, хай-тек, что ли. Вот это вот у входа в номер умывальник с зеркалом. При этом он без каких-либо входных дверей. А вот за этой дверью, похоже, душ. Да, тут душ. И тут, наверное, шампунь-кондиционер. Гель для душа. Так, справа у нас туалет. Так, идем дальше. Это наши вещи, еще не разобранные. Здесь большая двухспальная кровать, довольно толстый матрас, я смотрю. Так, здесь у нас управление кондиционером, его же можно поставить на обогрев. Напротив кровати довольно большой телевизор на стенке висит. Тут у нас сейф и есть чайник с 2 кружками. Там, наверное, есть чай, кофе, даже сливки. Я смотрю, на кружках стоят. Так, это шкаф. И что-то у нас тут за шторами. За шторами у нас балкона нет. У нас вот такой симпатичный вид на внутренний двор. Забыл сказать, в шкафу есть утюг и гладильная доска. С трудом мы нашли холодильничек. Вот он здесь. Вода и 2 стаканчика. В целом за номер по 5-бальной шкале мы поставили 4. Плюсы. Шикарная уютная кровать. Наличие чайника и утюга с гладильной доской. Много розеток. Всегда горячая вода. Большой телевизор. Скоростной интернет. Минусы. Оригинальный дизайн номера в ущерб удобству. Маленький умывальник в открытом пространстве, вокруг него все забрызгивается водой. Шкаф не у входа, а в глубине номера, что очень неудобно. У отеля шикарное месторасположение. На набережной реки Нервьон. В 10 минутах ходьбы направо от отеля музей Гугенхайма, налево 10 минут и вы в старом городе. Как я уже упоминал, у нас отель с завтраками. В целом завтраки понравились.
Отличный выбор сыров, колбас, всегда в наличии хамон и малосольный лосось. Большой выбор йогуртов, джемы, мед, в том числе в сотах. Из горячего ветчина, различные колбаски, омлет, жареные яйца, фасоль в соусе. Фрукты нарезанные и целиком. Круассаны, маффины, чизкейк. Кофе зерновой из кофемашины. Особенно удивило почти полное отсутствие зелени и свежих овощей. Среди фруктов мы не сразу обнаружили небольшую плошку с нарезанными огурцами и помидорами черри. В целом завтраки понравились. 5 с минусом по 5-бальной шкале. Бильбао – самый крупный город страны басков, но не столица. А столицей является город Витория. И Бильбао прежде всего знаменит тем, что за короткое время из промышленного, ничем не примечательного, переживающего экономический упадок города конца 80-х годов превратился в культурный центр мирового значения. В город для комфортного проживания, благодаря так называемому эффекту Бильбао. И толчком для этого послужило строительство музея Гугенхайма, созданного знаменитым архитектором Фрэнком О. Герри. Музей ежегодно принимает сейчас более 1 миллиона посетителей. Об эффекте Бильбао подробно рассказывать не буду, достаточно погуглиться. У нас сегодня первый день в Бильбао, и мы гуляем по городу. У нас экскурсия с гидом на полдня по старой части города. Первое, что бросается в глаза, это остекленные балконы на домах разнообразных форм и цветов. Это такая фишка в архитектуре страны басков, обусловленная сырым и дождливым климатом. Оригинальные таблички с названием улицы и повсюду флаги страны басков. Открываются многочисленные бары, кондитерские, город просыпается. Как я уже говорил, мы в стране басков оказались в дни Страстной недели, или по-испански Семана Санта. В эти дни по всей Испании проводятся пасхальные процессии, и Бильбао не исключение. Члены религиозных братств выходят на улицы города в богатых одеяниях и остроконечных колпаках. Выносятся на платформах скульптуры святых в сопровождении оркестров и боя барабанов. Таких братств в городах обычно несколько. Каждый использует свои цвета, музыку, символику. Остроконечные колпаки с прорезями для глаз, капироты,
средние века надевали на провинившихся послушников, чтобы грешника было видно издалека, но это было раньше. Сейчас они просто символизируют покаяние. Типа я каюсь, мне стыдно, пусть меня не узнают. Немного жутковатое зрелище, но очень впечатляет. Футбол в стране басков – вторая религия, а футбольный клуб «Атлетик Бильбао» – объект поклонения десятков тысяч басков. И неудивительно, ведь клуб регулярно находится в верхней части турнирной таблицы испанского чемпионата, несмотря на то, что по уставу клуба играть в нем имеют право только уроженцы страны басков, что сильно ограничивает привлечение в клуб звезд футбола со стороны. В этот день проходит матч с участием клуба в Лиге чемпионов, и все улицы запружены многочисленными болельщиками в традиционных красно-белых полосатых майках клуба «Атлетик Бильбао». Греческий ресторан Кали Орикси в Бильбао. Рекомендуем. Кстати, о еде. Для нас это оказалось реальной проблемой. А выручил нас этот греческий ресторан. Точнее, их два в Бильбао. И мы были в обоих. Спасибо, Греции. Казалось бы, в чем проблема? Ведь говорят, что Бильбао – это гастрономический рай. Да, здесь, как и во всей Испании, в изобилии традиционные хамоны и чоризо, и шикарные местные сыры. Но сердцем гастрономической сцены Бильбао – это его пинчос-бар. Говорят, в Бильбао можно питаться одними пинчо. Что такое пинчо? Большинство из нас знает, что такое тапас в Испании. Это небольшие закуски-бутерброды на 1-2 укуса, подающийся в барах к вину. Пинчос, грубо говоря, это те же тапас. Отличие в том, что все эти кулинарные конструкции в стране басков протыкаются шпажкой, или пинчо по-испански. Фантазия на тему пинчо здесь доведена до предела. Чего здесь только не встречается. Чаще даже не понимаешь, из чего это сделано. И все это запивается здесь либо сидром, либо вином. Все путеводители рекомендуют это запивать местным белым вином чаколи. Ну а для полного погружения в тему пинчос нужно обязательно посетить крытый рынок Меркадо де ла Рибера. По форме рынок напоминает элегантный корабль, причаливший у берега реки. Здесь доминируют продукты местных производителей. Здесь изобилие мясных изделий, сыров, большое разнообразие рыбы, морепродуктов. А на втором этаже расположен фудкорт. Вот тут тема пинчос и раскрывается полностью. Да, тут не протолкнуться, конечно. Ну вот, мечта идиотов сбылась. Посетили Меркадо де Рибейро, взяли 2 пинчос и 2 бокала вина чоколи.
Счет нам составил 10 евро 20 центов. Мы взяли 2 вина, чакули и 2 бутербродика пинчус. Но, как говорится, одними пинчус сыт не будешь. Прикольно, но это не наша еда. Хотелось мяса, рыбы, зелени, свежих овощей. Спросили у нашего гида, что бы она нам посоветовала. Она нам назвала улицу, на которой полно ресторанов. И что-нибудь мы там точно найдем. Мы искали и нашли чуть ли не единственный открытый ресторан, который был практически пустым. Заказали рыбу, вино. Не понравилось. Рыба была суховатой и пересоленной. А свежих овощей или какого-нибудь салата вообще не было. Ну, наверное, нам просто не повезло. День заканчивается, мы уже получили массу впечатлений, а тут в дополнение ко всему в нашего отеля проходит концерт баскской народной музыки и танцев. Мне это очень напомнило ирландские танцы. Завтра новый день, и завтра мы идем в главную достопримечательность города Бильбао – музей Гугенхайма. Сегодня идем в музей Гугенхайма. Билеты мы купили заранее, через интернет на их сайте. Один билет стоит 15 евро. На пути от нашего отеля к музею Гугенхайма, здание которого само по себе является шедевром авангардной архитектуры, мы встречаем еще несколько интересных объектов современного архитектурного искусства. Вот эти небоскребы не просто небоскребы, а творение известного японского архитектора Арата Исэдзаки. А мост, по которому мы сейчас переходим речку Нирвьон, это мост Субизури, или в переводе «Белый мост», творение Сантьяго Калатравы, архитектора с 4 десятками реализованных проектов мостов, разбросанных по всему миру. А это скульптурная композиция Сиргуэрос, художницы Дорис Салазар. Дань уважения женщинам, которые буксировали суда по устью реки с помощью канатов и собственной силы. Ну а прямо у здания музея нас встречает огромная железная паучиха Маман Луизы Буржуа. Тонкие лапы поддерживают овальное тело на высоте 9 метров. К животу подвешена камера для яиц из металлической сетки, туго набитая стеклянными шарами. Входа наблюдается небольшая очередь. Мы пришли ровно к 10 к открытию. Приходится стоять в очереди, чтобы сдать рюкзаки. Так что на будущее, если хотите без проблем войти, то лучше без рюкзаков, без сумок. Ну так, объявлена тревога, объявлена опасность, и сказали, что всем надо выйти наружу из музея. Вот это да. Все идем наружу. Ну вот весь народ выгнали из музея, сказали вообще отойти от него подальше. Паранья говорит, что это такое, я не знаю. Ну, в общем, ждем, что будет дальше. А, вот выходят служащие музея.
Что все стоят и ждут, что будет дальше. Сеньора. Сейчас по мосту перейдем, да? Ну что, всех гонят дальше от музея. Наверное, пойдем к себе в отель. Попробуем сделать вторую попытку после обеда, если все тут разрешится. Перейдем через этот мост и вернемся к себе в гостиницу. Мост называется, по утверждению нашего гида, «Стрекоза». Ну, хоть снаружи посмотрим на музей. Наверное, редкий случай, когда вокруг музея Гугенхайма ни одного человека. Честно говоря, у меня была тайная мысль еще полетать сегодня на дроне вокруг музея, но, по-моему, точно не судьба. Ну что, мы возвращаемся в отель. Надеемся после обеда сделать вторую попытку, если там все разрешится. Самое главное, что мы, во-первых, живы, а во-вторых, что мы не успели сдать наш рюкзак, потому что всех выгнали, и тех в том числе, которые его сдали на хранение. Это означает, что они там будут стоять и ждать, когда можно получить свои вещи. А в наш рюкзак мы еще собирались засунуть куртки и это сдавать. Было бы очень весело нам там стоять на холоде. Ну а мы решили в отель не идти, не падать духом и зря время не терять. Отправляемся на фуникулере на одну из смотровых площадок, откуда открывается потрясающий вид на город. Бильбао расположен в долине в окружении холмов, и в городе полно бесплатных лифтов, эскалаторов, чтобы без проблем можно было попасть в верхние части города. За фуникулер мы заплатили какую-то символическую плату. На смотровой площадке находится скульптура «Фингерпринт» – отпечаток пальца, установленная в память о жертвах гражданской войны в Испании, выполненная из целого стального листа. Ну и вот он, Бильбао, сверху, во всей своей красе. По дороге назад зашли в местный супермаркет. Поудивлялись ценам на морепродукты и рыбу, а особенно ценам на вино. Вообще потрясающий город. Каких-то полкилометра здесь оцеплен музей, тревога. Здесь же народные гуляния. Народ развлекается, какие-то представления. Вообще потрясающе. Что еще потрясает? Пасхальные дни. Идут пасхальные шествия. Тут же рядом толпы болельщиков футбольного клуба «Атлетик Бильбао» идут на футбол. Тут же рядом какие-то концерты. Вообще потрясающе.
besarte como un rey. Te perdí, entonces ya te tomo otra foto. Подошли к музею второй половины дня. Похоже, все открыто. Но будем сейчас пытаться зайти. На первом этаже постоянный и самый известный экспонат музея – огромная железная инсталляция «Суть времени» американского скульптора Ричарда Серра. Плавно изогнутые гигантские стальные листы, тронутые ржавчиной. Стальные листы доставлялись к еще недостроенному музею по реке на баржах. Устанавливались на первом этаже и уже только потом возводились стены музея. Вот как это произведение описывает искусствовед. Это инсталляция, состоящая из 8 как бы крутящихся эллипсов, соединяющихся в метафизические лабиринты монументальной философии совершенной красоты, пронизывающая суть времени. Красиво, но непонятно. В общем, авангардное искусство. В залах музея можно найти еще несколько постоянных инсталляций. Тюльпаны Джеффа Кунса. Композиции из цветных шаров, напоминающих тюльпаны, выполненные из нержавеющей стали, покрытой глазурью. Или знаменитое полотно Энди Уорхола «150 разноцветных Мэрилин». Работа выполнена на холсте акриловыми и шелкографическими чернилами. Есть еще несколько интересных объектов, расположенных снаружи музея. Скульптура «Высокое дерево и глаз» архитектора Аниша Капура. 14-метровая инсталляция, напоминающая цепь ДНК, состоит из 73 стальных сфер диаметром 1 метр каждый. Шары отражают и преломляют друг друга, одновременно создавая и растворяя форму и пространство. Фасад музея охраняет цветочная собака по кличке Пуппи. Еще один шедевр Джеффа Кунса. Художник взял за основу образ щенка шотландской породы. Шерсть собачки состоит из 70 тысяч цветков. Тут и ноготки, и петуньи, и магнолии, и анютины глазки. Все эти цветы держатся на каркасе из нержавеющей стали. Как только цветы отцветают, их тут же заменяют новыми. Ну и уже хорошо знакомая нам паучиха Маман. На этот раз в окружении толп людей. Ну а вечером, естественно, мы еще раз отправились посмотреть на всю эту красоту, подсвеченную ночными огнями. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. Впереди у нас еще путешествие по стране басков. И чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на канал. Всем пока!